Добро пожаловать! И сегодня пришло время вспомнить про один очень старенький относительно девайс, но который был топом в то время, когда AMD показала, на что они могут, выпустив процессор 6800. А именно, это у нас GPD Win 4. Да-да, именно та винка, которая уже выходила в нескольких итерациях. Как у меня, например, это 68, это 6800U. Также выходили и на 7840U, ну и 7640U, соответственно. И также недавно вышла на 8840U. И если честно, я не вижу особого смысла покупать себе другую винку по простой причине. Потому что это очень хорошо справляется с тем, что от нее требуется. А требуется от нее вообще немного. Это запускать какие-нибудь простенькие игры и при этом не вылетать. Как можно заметить, по загрузочному меню у меня немного тут по-другому все находится, а именно у меня она на Linux. А точнее на этом непонятной поделке под SteamOS под названием Bazoid OS. В принципе, неплохая штука. В принципе, меня устраивает. И, в принципе, то, для чего он мне нужен, свою работу делает. Но немного вернемся к тому величайшему вопросу, а стоит ли вообще его покупать в наше время? Конечно же, этот вопрос очень интересный по одной простой причине, что на этот вопрос никто не может дать вам того ответа, который удовлетворит вас по одной простой причине. У всех свои потребности. Некоторым нужно играть вот в такие игры на всяких 5-6 Вт ТДП, а некоторые хотят играть вот в такие игры, и им не важно, сколько ТДП вы запихнете, нужен FPS. Как ни странно, и для тех, и для других этот процессор будет, ну, скажем так, не очень. Однако, если в это уравнение мы закинем такую очень-очень простую вещь, как деньги и стоимость на той же вторичке, то этот аппарат начинает прямо, я бы сказал, блистать. Потому что его можно найти по очень привлекательной цене, особенно если вы знаете, как покупать в Китае. Именно на китайском БУ рынке прям просто идеальный вариант. Но этот идеальный вариант, и стоит напомнить, что у него вообще есть по портам. А именно, здесь у нас USB 4, здесь у нас USB 5 гигабит. Не знаю точно, какая это версия, потому что всегда там все меняется. Далее, наушники. На нижней части у нас просто USB Type-C, что очень печально. Почему не сделать это USB 4 тоже, непонятно. Потому что если бы сделать док с USB 4 и eGPU-шечкой какой-нибудь, и было бы прям все 10 из 10. Но, к сожалению, ГПД почему-то не подумали о такой штуке, но есть что есть. И видим вот такой вот непонятный зазорчик, о котором немножечко позже. Сзади у нас две кнопочки, которые в Bazoid у нас работают. И работают они как надо. Не всегда как надо, но работают. Они работают, и это хорошо. Собственно, здесь у нас есть трекпоинт. Такой вот. Все нажимается, все отлично работает, что тоже хорошо. Здесь у нас сканер отпечатка пальцев. Не знаю, как он работает в Bazoid или нет, потому что я им не пользуюсь. И также есть кнопка Xbox, то есть меню, которая тоже отлично работает. Ну и динамики. Динамики тут, ну, они есть. RGB подсветочка, о которой стоит упомянуть. И, собственно, что же вот этот вот и вот этот вот за зазоры такие? Напомню, что был еще 4G модуль для этого аппарата, который работает довольно неплохо. Мне понравилось. И крепление у него, скажем так, интересное. Вы вставляете его сюда, потом защелкиваем тут. И все оно вроде как выглядит красиво, даже не закрывает вентиляцию до того момента, как мы хотим ставить в USB. И тут мы понимаем, что единственный наш USB 4 порт занят сим-картой. Это прям боль и печаль. Я, кстати, не знаю, работает ли он под Linux, но под Windows он работает и работает хорошо. Я, кстати,
немного приспособил к GPD Win Mini, поэтому там тоже и он нормально работает. И там он, собственно, не занимает USB 4 порт, потому что там USB-порты, они находятся рядом. Нежели здесь один тут, другой там. Но не важно. Посмотрим на игры. Все мы любим игры. Без игр никуда. Например, Fallout New Vegas. Увеличим звук. Чтобы все было максимально классно. Запускаем Fallout. Кстати, небольшой плюс этого 4G модуля, когда мы ставим этот девайс на стол или на что-то плоское, то он немного его приподнимает, тем самым дает немного воздуха. Какой-то никакой плюс. Итак. Здесь у нас 720p. Пресет будет Medium. Можно видеть, что у меня тут 15 Вт стоит. На 15 Вт, Medium 720p, в принципе, нормально. Но было бы странно, если бы не было нормально. Поэтому мы поставим в более интересный. А именно 8 Вт. 8 Вт, в принципе, нормально. И, в принципе, играть плюс-минус можно. Хоть и есть просадочки, но они не критичны. И можно увидеть, что от батарейки потребляет примерно 17 Вт. А то иногда и может прыгнуть немножечко в район 18 Вт. В принципе, для технологий древних, скажем так, это нормальный результат. То есть играть без проблем можно, фреймрейт не проседает, и в принципе все замечательно. Ну как не проседает? Не проседает в этом 40-30 кадрах. Так, плюс-минус 5 FPS для Fallout New Vegas это на любых системах, скажем так. Поэтому здесь с этим все хорошо, и на low wattage можно играть без всяких проблем, что, в принципе, довольно классно. Но посмотрим и на другие игры. И поскольку динамики тут довольно хорошие, поэтому мы сделаем так. Поскольку Fallout у нас пустошь, непонятные эти, и можно было слушать в динамиках, здесь, конечно, лучше уже переключить на более интересный вариант прослушивания. И, собственно, пойдем, например, в Resident Evil 4. Так, Resident у нас загрузился. Посмотрим на его настройки. А настройки у нас будут простые. Выбираем Preset Performance. Выбираем разрешение 720p. Сохранить. Сразу выставим
ТДП, скажем, 15 Вт, а там уже посмотрим. И здесь прям беда-печаль с ВПСом. Условно говоря, в принципе, нормально играть. Ну, относительно можно, если вы не привередливы к графону, не привередливы к мыльцу и прочему. В принципе, плюс-минус можно. Однако все же с натяжечкой иногда присутствует статуру, иногда то, иногда сё. Но, в принципе, играть можно. Даже на этом процессоре, учитывая, сколько ему лет, и учитывая, по какой цене можно купить девайсы с данным процессором. Не обязательно, конечно, Win 4, но тут, как говорится, прям все идеально. Если вы, конечно, любите 30 кадров в секунду, то можно залочить и на 30 кадров и получить еще больше автономной работы и всяких там благ цивилизации современного мира в плане гейминга. Поэтому с играми, я думаю, тут понятно, что в принципе плюс-минус, что идет на том же 7840U, что идет на 8840U, здесь также будет работать просто отлично, без всяких проблем. А еще стоит учитывать, что это на Linux у меня. То есть в некоторых моментах оно даже будет работать хуже, чем на винде, но, к сожалению, в некоторых моментах будет работать лучше, чем на винде, что у нас показывает Elden Ring. Конечно, не на этом девайсе, потому что на этом девайсе Elden Ring работает просто отвратительно, но лучше всего взять и подытожить касательно данного аппарата, что с ним, как с ним, куда с ним и почему именно с ним. Стоит ли его покупать? Его стоит покупать, и если вам нужен недорогой аппарат с отличной клавиатурой, как для этого девайса, с довольно неплохим железом. Я не говорю уже о процессоре, а именно о том, как инженеры это все сделали, как они прописали, как они настроили. Потому что если мы возьмем тот же Aya Neo, то там производительность может быть ниже процентов на 20, чем у остальных конкурентов, тех же One X Player, GPD или же там Asus, не Asus, неважно. Просто конкурент. Потому что что-то там они накручивают, и непонятно. У GPD же таких проблем нет, но, по крайней мере, я и никто из этой небольшой портативной тусовки не замечали. Но у GPD есть нормальная поддержка, с которой я знаком только по слухам, потому что, к счастью, у меня ни разу ничего здесь не ломалось ни на одном устройстве GPD, но говорят, что поддержка прям на высоте и решает все в момент. Если же вам нужно там заменить экран, кнопку, вам вышлют то, что нужно, за прайс или не за прайс, это тоже зависит от того, как вы с ними договоритесь. В целом, покупать его или нет? Конечно же, не знаю, потому что если вам нужен девайс на таком процессоре с относительно нативным горизонтальным экраном. Почему относительно нативным? Потому что здесь стоит чип, который переворачивает экран автоматически. И для операционных систем, и для видеокарт этот экран, он показывается как горизонтальным, и все с ним хорошо. Когда по факту он вертикальный. В принципе, проблем с этим нет. Старые игры работают без проблем. У них нет ошибок, которые выдаются на других вертикальных экранах, как, например, на вот таком вот девайсе от Aya Neo. Ну и куча других, потому что дешевле ставить вертикальные экраны, чем горизонтальные. Из минусов хочу отметить, что здесь стоит у нас всего 60 Гц экран. Некоторые начнут, конечно, сразу возникать, что 60 Гц это отлично, и человеческий глаз не видит больше, чем 24 кадра. Но, к сожалению, великому сожалению, 120 или 144 Гц, они более плавные, более приятные глазу. Тут уже, как бы, хотите спорьте, хотите нет, это просто факт. Больше кадров плавнее. Никто ж не играет 24 кадра, хотя... И по итогу, если мы находим такой девайс примерно за цену от $350 до, скажем так,
$750, то, в принципе, это довольно неплохой выбор, учитывая, что здесь можно засунуть обычный SSD 2280. Здесь у нас есть USB 4. Здесь у нас отличная клавиатура, как для такого девайса. Здесь у нас также присутствует вот эта вот фирменная GPD-переключалка, которая просто отличная. И вот этот вот разъем microSD-карты, это, конечно же, фейл этого девайса, потому что когда мы играем и параллельно еще, не дай боже, что-то записываем на эту SD-карту, она будет разогреваться. И учитывая, что мы держим девайс вот так, она вам будет кое-что подпаливать. И это будет больно. Это будет физически больно, неприятно, поэтому лучше всего не использовать microSD-карточки. И стоит учитывать при покупке данного аппарата. Неважно, какой это. Самый первый, который у меня на 6800U, либо же самый последний на 8840U, стоит помнить о вот этой вот оплошности данного аппарата. Ну и также стоит упомянуть, что на более новых девайсах у нас нету USB-порта здесь, потому что его заменили на величайший, просто прекраснейший порт OQ-Link, в который засовывается вот такой вот кабель, чтобы подключить внешние видеокарты и другие PCI и устройства по линку PCIe 4.0 X4. В принципе, вообще классная идея. USB не нужен и все такое. Я тоже так говорил до того момента, как ко мне приехал GPD Win Mini. Я был уверен, что там есть USB-порт, но, увы и ах, обнаружил там только OQ-Link порт. Что немного печалит, потому что USB-портом я пользовался больше, чем OQ-Link портом. Например, как в данном аппарате. Берется вот такая вот флешечка небольшая от SanDisk на 512 гигабайт. Вставляется вот сюда. Все, в принципе, классно. Ее не особо видно. Она, считай, так и было. И с нее, допустим, грузится BDSR. Отличная операционная система для эмуляторов. На новых ревизиях, к сожалению, такое уже не прокатит. А хотелось бы. В общем, видим такой девайс за $350-450. Можно, в принципе, покупать, и будет вам нормально. И стоит упомянуть, что данную цену я говорю за версию с 32 гигабайтами оперативной памяти, потому что 16 гигабайт, кто бы что ни говорил, это очень мало. Многие могут говорить часами, днями, что 16 гигабайт это прям хорошо, это хватает всем и хватит на потом. Но стоит спросить у этих великих умов, а зачем тогда в новом Asus ROG Ally X установлены 24 гигабайта оперативной памяти. Наверное, все-таки что-то случилось и чего-то стало не хватать. Например, оперативной памяти. Поэтому за $450 берем вот такой вот девайс на 32 гигабайта оперативной памяти и, собственно, бед не знаем и не хотим знать, потому что будет у вас все хорошо. И на этой ноте стоит подписаться на канал, поставить лайк, рассказать своим друзьям, чтобы тоже посмотрели и купили данный аппарат, и понять, что мы уже находимся в том моменте, что стоит сказать, что на этом все.